В свете того факта, что эта бонусная неделя посвящена байкерской активности в GTA Online, Роксана решила поведать вам одну тему про байкера по кличке Гвоздь, которому срочным образом понадобилось смотаться в один из соседних городов и вернуться обратно за пару дней. Он сел на свой байк и поехал. Сейчас уже мало кто помнит, зачем ему это было нужно. То ли ему надо было внести залог за друга в тюрьме, то ли съездить за очередной партией кокса. Сейчас это уже не важно. Вернулся он на следующий день, через 24 часа, а пройденное расстояние насчитывало 1000 миль. А самый прикол был в том, что Гвоздь ездил на мотоцикле с так называемой сухой рамой. Это когда нет заднего амортизатора и заднее колесо крепится сразу к раме. Представьте себе ощущение после поездки на таком мотоцикле в течение 24 часов без остановок. Это полная жесть. Но его друзья по достоинству оценили такой подвиг и дали ему дополнительное прозвище «Железная жопа». С тех пор любой байкер, который проедет 1000 миль за сутки, может претендовать на почетное звание «Железная жопа». Постепенно это превратилось в своеобразный челлендж и даже нашло свое отражение в книгах, фильмах и даже видеоиграх. И хотя Роксана доподлинно не знает, но у нее есть подозрение, что разработчики, создавая DLC-байкеры в GTA Online, руководствовались этой историей, ибо каждое задание, будь то задание мотоклуба или прохват за сырьем для байкерского предприятия, сопровождается длительной поездкой почти через всю карту. На этом фоне рекомендации, какой клабхаус покупать, выглядит довольно комично, ибо за выполнением задания игра направит вас в диаметрально противоположную сторону карты. А посему самым лучшим выбором будут клабхаусы и предприятия, расположенные ближе всего к центру карты. Да, на этой неделе двойные выплаты, но как бизнес его рассматривать не стоит. В близких кругах создателей Роксаны весь этот байкерский бизнес прослыл мудовым рыданием, ибо это суета ради суеты и исключительно в компании друзей. Для игры в соло вся эта байкерская деятельность малопригодна, ибо постоянно возникают ситуации, когда помощь друзей просто необходима, ведь в случае провала ваш бизнес накроется и все придется начинать сначала. Железная жопа, не знаю слова стоп, бессудежный галоп. Железная жопа, сквозь дождь туман и град, я мотопсихопат. Железная жопа, не знаю слова стоп, бессудежный галоп. Ну а коль скоро некоторые из уважаемых зрителей просили Роксану сделать небольшой обзор о появившемся в игре мотоцикле Нагасаки Шиноби «Скользь за денем» и это чудо-инженерия. Признаться честно, ничего эдакого, кроме агрессивного внешнего вида, в этом мотоцикле нет. При езде создается впечатление, что едешь на PCG 600, который можно просто бесплатно забрать с улицы, с той лишь разницей, что у него выше максимальная скорость, которую он развивает только на длительных прямых участках.
ибо разгон у него тоже такой себе. Кроме всех уже перечисленных минусов, есть и еще один, но очень существенный. Ход задней подвески не так велик, как на PCG 600, и прыжки с больших высот чаще всего заканчивались падением, иногда со смертельным исходом. Хитрая электроника от Imani на него тоже не устанавливается, как и оружие. По сути, просто выброшенные на ветер 2,5 миллиона игровой валюты. Ну а если для вас потеря 2,5 миллионов не критична, можете купить, чтобы повыпендриваться пару дней. Тайм-триалы, флипы и бэкфлипы он делает красиво, естественно, при условии, что ваши руки оттуда, откуда надо. У Роксаны они, видимо, не совсем откуда надо, ну, или в крайнем случае, можно свалить на усталый старый геймпад, который давно просит замены стиков. Хотя, скорее все же руки из жопы, которая тоже стала железной за время тестирования этого агрегата.